теодицее. Теодицея означает оправдание Бога. Попытка ответить на вопрос о том, почему добрый Бог допускает проявление зла, это способ разобраться со сложностью проблемы зла. В философии религии проблема зла – это вопрос об одновременном существовании, сосуществовании зла и Бога, являющегося абсолютно или относительно всемогущим, всеведущим и всеблагим. Выдающийся немецкий философ, логик, математик, механик, физик, юрист, историк, дипломат, изобретатель и языковед Готфрид Вильгельм Лейбниц ввел термин теодицея в 1710 году в своем трактате «Теодицея или оправдание Бога», хотя до этого уже предлагались различные ответы на проблему зла. Британский философ Джон Хикс смог проследить историю теодицеи и показать в своем труде 1966 года «Зло и Бог любви», выделив 3 основные традиции. Теодицея Платина, названная в честь Платина, Теодицея Платина – это ответ на проблему зла. Она указывает, что Бог не зол, а благ, и мир, как его творение, – это абсолютное благо. Теодицея Аврелия Августина – это ответ на проблему зла. Если Бог всемогущ и всеведущ, в мире не должно быть зла. Свидетельства зла могут поставить под сомнение природу Бога или его существование. Он либо не всемогущ, либо недоброжелателен, либо не существует. Теодицея же – это попытка примирить существование и природу Бога с доказательствами зла в мире, предоставляя обоснованные объяснения его возникновения. Теодицея Аврелия Августина показывает, что Бог не создавал зло и не несет ответственности за его возникновение. Злу не приписывается существование само по себе, зло описывается как лишение добра, порча доброго Божьего творения. Теодицея Аврелия Августина поддерживает идею первородного греха. Считается, что зло является справедливым наказанием за грехопадение человека. Теодицея Иринея Леонского, которую разработал Джон Хик, она основана на мышлении святого Иринея, Теодицея Иринея Леонского. Это ответ на проблему зла. Она утверждает, что данный мир – это лучший из всех возможных миров, потому что он позволяет людям полностью развиваться. Творение является неполным, поскольку люди еще не полностью развиты, и для такого развития необходимо испытывать зло и страдания. Джон Хик поддерживал мнение о том, что творение является неполным, и утверждал, что мир лучше всего подходит для полного морального развития людей, поскольку он представляет собой подлинный моральный выбор. Британский философ-богослов Ричард Суинберн предположил, что для того, чтобы сделать свободный моральный выбор, люди должны иметь опыт последствий своих собственных действий, и что естественное зло должно существовать, чтобы обеспечить такой выбор. Теодицея анализировалась досовременными теологами и философами исламского мира. Теодицея была важной проблемой. Как отмечает Филипп Ирвинг Митчелл, ранние ученые использовали проблему зла, чтобы поддерживать существование одного конкретного Бога среди множества других и объяснить мудрость, а не оправдать Божью доброту. Сара Айлс Джонстон утверждает, что древние цивилизации придерживались политеистических верований, которые позволяли им по-другому относиться к концепции теодицеи. Они считали, что существует множество богов-богинь, которые контролируют различные аспекты повседневной жизни. Эти ранние верования, возможно, избегали вопроса о теодицее. Боги и богини наделялись теми же недостатками, завистью, которые свойственны человечеству. Ни один бог или богиня не были изначально добрыми или злыми.
Это объясняло, что плохие вещи могут случиться с хорошими людьми, если они прогневали Бога, богиню, потому что боги, богини могли проявлять ту же свободную волю, которой обладает человечество. Такие религии учили, что некоторые боги были более склонны быть полезными и доброжелательными, в то время как другие были более склонны быть злобными и агрессивными. В этом смысле злых богов можно было обвинять в несчастье, в то время как к добрым богам можно было обратиться с молитвой и жертвоприношениями, чтобы все исправить. Книга Иова часто цитируется в качестве авторитетного источника для обсуждения теодицеи. Иов стремился расширить понимание божественной справедливости. Книга Иова приписывает страдания греху и наказанию. Все завершается акцентом на связи между Творцом и творением, на том, чтобы поместить человека в это, и на надежде, основанной на вере в то, что Бог полностью контролирует ситуацию. Общепризнано, что отзывчивые речи Бога в книге Иова не являются прямым ответом на жалобы Иова. Бог не пытается оправдать себя или открыть ему причину страданий Иова. Вместо этого Божьи речи направлены на то, чтобы улучшить общее понимание Иовом своих отношений с Богом. Это пример библейской теодицеи. Среди исследователей Библии существует общее согласие в том, что Библия не допускает особого взгляда на зло. Вместо этого мы сталкиваемся со множеством точек зрения. Следовательно, Библия фокусируется на моральных и духовных средствах правовой защиты, а не на рациональных или логических оправданиях. Просто Библия действует на космическом, моральном и духовном ландшафте, а не на рациональном, абстрактном, онтологическом ландшафте. Книга пророка Исаии общепризнана как одна из самых прогрессивных книг пророческого характера. Христианские богословы утверждают, что в Библии страдание понимается как имеющее трансцендентное значение. Человеческая воля может придать конкретным случаям страдания мистическое значение, которое превращает его в нечто продуктивное. Что касаемо книги пророка Иезекииля, книга иллюстрирует силу греха тем, что в начале и в конце говорится о главном: душа, которая грешит, умрет. Эта сила греха уничтожена смертью и воскресением Иисуса Христа, что делает всех верующих во Христа и Его воскресение прощенными и, следовательно, праведными. Для христиан Священные Писания заверяют их, что попустительство злу преследует благую цель, основанную на отношениях с Богом. Некоторые блага не могут быть достигнуты без страданий, и зло этого мира действительно необходимо для достижения этих благих целей. Мутазилиты утверждали, что божественный акт творения хороший, несмотря на существование страданий, потому что это позволяет людям получить большую награду в загробной жизни. Они считали, что люди обладают свободной волей совершать зло, а Бог свободен от ответственности. Ашариты утверждали, что обычные моральные суждения проистекают из эмоций и социальных условностей, которые недостаточны для того, чтобы осуждать или оправдывать божественные действия. Если взять матуридизм, человеческий разум способен постигать добро и зло независимо от откровения. По матуридизму, поскольку права не могли существовать до того, как Бог сотворил что-либо, Бог не связан ответственностью за творение. А Божья мудрость означает, что Бог расставляет все по своим местам. Ибн Сина, самый влиятельный мусульманский философ, анализировал теодицею с чисто онтологической, неоплатонической точки зрения, стремясь доказать, что Бог, как абсолютно благая первопричина, создал благой мир. Ибн Сина утверждал, что зло относится либо к причине сущности, являющейся качеством другой сущности, либо к ее несовершенству, и в этом случае оно не существует как сущность.